Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку очень интересным объемным узором крючком. Пряжу использовала народную, пехорка. В 100 граммах 220 метров. Крючок брала 4 миллиметра. Вот такая повязка у меня получилась. Можно сделать этим узором и шапку. Число петель узора кратно 6 плюс 1 петля. Я уже набрала цепочку из 66 плюс 1, 67 петель. Замкнула соединительным столбиком в кольцо и обвязываю. Сейчас вяжу первый ряд столбики без накида. Вяжу в каждую петлю цепочки столбик без накида. Это будет первый ряд нашего узора. Так буду вязать до конца ряда и закончу ряд соединительным столбиком. Следующий ряд узора. Здесь наша задача из 14 воздушных петель сделать вот такую петельку. Будем делать такую петлю из 14 воздушных петель. В каждую петлю основания прикрепляться будем соединительными столбиками и переходить в следующий столбик предыдущего ряда соединительным столбиком. Далее вяжу цепочку из 14 воздушных петель. Сделали цепочку из 14 воздушных петель. В это же основание ввожу крючок, провязываю соединительный столбик, прикрепляюсь соединительным столбиком. Провязали. Вот у нас получилось уже 2 петли. И вот такие петельки мы вывязываем в каждую петлю основания. То есть каждая петля основания будет над ней вот такая петелька из 14 воздушных петель. Переходим в следующую петлю основания соединительным столбиком и снова вяжем 14 воздушных петель и формируем петлю. С помощью соединительного столбика прикрепляемся и в следующий столбик основания переходим также соединительным столбиком. Так будем вязать до конца ряда. Закончим ряд 3 воздушными петлями. Но я все покажу. Пока провяжем самостоятельно вот в каждую петлю основания вот такие петли из 14 воздушных петель. Получилась у нас вот такая конструкция. Всего у меня вот таких петель 66. 67-я последняя я связала 3 воздушные петли для того, чтобы перейти на следующий ряд. То есть на 67 петлях у меня получилось 66 петель, и последняя петля я провязала 3 воздушные петли. Теперь я отбираю 6 вот этих длинных петелек, делю их пополам, то есть по 3 с каждой стороны. И левую часть протаскиваю через правую. Вот таким образом. И сейчас нам надо провязать с одной стороны 3 столбика без накида. Первый столбик без накида. Второй столбик без накида и третий столбик без накида. Провязали. И следующий элемент. Здесь тоже провязываем 3 столбика без накида. Восстанавливаем количество петель. 2, 3. Вот раппорт узора готов. Далее переходим к следующему. Снова
отбираю 6 длинных петель и таким же образом протаскиваю. Так, 6 делю напополам. И левую часть буду протаскивать сквозь правую. И будем закреплять эту конструкцию столбиками без накида. Провяжем с правой стороны 3 столбика без накида. Провязали. И с левой стороны также провяжем 3 столбика без накида. И так будем вязать до конца ряда. Вот такие элементы у нас получаются. Я дошла до конца ряда, теперь осталось замкнуть круг. Я провяжу соединительный столбик в 3-ю петлю подъема. Все, провязали. Воздушная петля подъема, и теперь в каждую петлю основания предыдущего ряда буду провязывать столбики без накида. И далее буду узор повторять с первого ряда. То есть после этого ряда столбиков без накида будем делать длинные петли. И потом также таким же образом их формировать в элементы, закрепляя столбиками без накида. Как видите, узор очень простой, очень интересный. Если нужно сделать шапку и для того, чтобы защитить от ветра, можно сделать полосу, равную обхвату головы. Я бы сделала эту низким вязанием и потом пришила. Вот так у меня получилось. Я сделала 2 раппорта в высоту. И теперь обвязываю. Я таким образом обвязываю почти все свои изделия. Получается вот зубчатый край. И вот покажу для тех, кто не знает. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочую нить вокруг этих 2 образовавшихся петель и провязываю их вместе. Далее снова ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочую нить вокруг этих 2 петель и провязываю их вместе. И таким образом у меня получается красивый зубчатый край. Очень эластичный, не стягивает и напоминает чем-то рачий шаг. Так будем обвязывать до конца, и повязка будет готова. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!